Всем привет, друзья, товарищи и зрители, а также наши подписчики. Мы часто привыкли видеть электрокары, которые ориентированы уже на взрослое состоятельное поколение людей. Однако сегодня мы для вас приготовили электрический Chery QQ за 4100 евро, который создавался с ориентиром на молодежь, студентов, тех, кому машина нужна, но в кармане юаней совсем чуть-чуть. И приступим мы к обзору прямо сейчас. И да, если досмотрите обзор до конца, с меня смешной анекдот. И не забывайте, что на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на дешевые электромобили из Китая. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Chery QQ также называется Ice Cream, то есть мороженым. Выставочные модели даже были окрашены в цвета разных сортов лакомства. Передняя часть нас встречает прямоугольными фарами, внутри которых есть полурадиальная дуга световой полосы. Этот дизайнерский ход делает фары очень похожими на глаза. Бампер у этого глазастика небольшой. Между фарами, там, где была решетка радиатора, расположился люк для порта зарядки, а на его крышке базируется логотип производителя. Ниже идет вторая часть бампера. В ней конструкторы сделали неглубокий ложемент с пластиковой вставкой. По бокам расположились круглые дублирующие фары, а между ними расположилась решетка, которая служит и воздухозаборником, и имитирует решетку радиатора. Более в передней части ничего примечательного нет. В целом, дизайн симпатичный и приятный глазу, чем-то напоминает Аку. Кстати, в концептном варианте верхние фары были выполнены в виде оптических линий, которые тянулись по всей горизонтальной верхней части. Но, видимо, дизайн было решено упростить для серийного производства в целях снижения ценовой планки. Боковая часть практически без декора. Единственное, что обращает на себя внимание, ложементы радиального типа над крыльями и такой же ложемент, но уже прямой, который расположился ближе к порогам. Разные уровни корпуса делают дизайн более интересным с точки зрения эстетики. Задняя часть более интересная. В самом верху над окном заднего обзора есть дублирующий стопорный огонь. Под окном расположилась основная оптика, внутри которой также имеются полукруглые светодиодные линии. Ниже расположился бампер, который не кажется массивным. В его нижней части также есть пластиковая вставка, а в боковых частях имеются круглые дублирующие стопорные огни, габариты и поворотники. Основные характеристики Chery QQ Ice Cream уже сообщались, но на этот раз у нас есть куда больше технических подробностей об оснащении. Габариты автомобиля следующие: длина 2980 мм, ширина 1496 высота 1637 мм, а колесная база 1960 мм. То есть Chery QQ все же чуть больше конкурента Wuling Hongguang Mini EV, хотя концепция кузова такая же. 3 двери и 3 пассажира помимо водителя. Автомобиль получил галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни. Кондиционер в базовой версии его нет. Многофункциональное рулевое колесо с усеченным ободом, ремни безопасности с преднатяжителем, подушку безопасности водителя, задний партроник с камерой заднего вида, систему мониторинга давления в шинах. Движение QQ Ice Cream приводит электромотор мощностью 27 лошадиных сил и крутящим моментом 85 ньютон-метров. Таким образом, параметры электромотора полностью идентичны Wuling Hongguang Mini EV. Время разгона до 100 км в час не указано. Известно лишь, что это предельная скорость модели QQ. Дальность хода в зависимости от комплектации составляет 120-170 км по циклу NEDC. В этом QQ опять достигает паритета с Mini EV. Однако полного заряда батареи Chery может добиться на полчаса раньше, чем ее главный конкурент. Салон Ice Cream выполнен по концепции, типичной для сити-кара. Его интересные особенности – цифровая приборная панель, а также контрастные желтые вставки по всему интерьеру. Их можно встретить на сиденьях
дверных картах и торпеда. Компоновка салона четырехместная. На данный момент для предзаказа доступны всего 3 комплектации Ice Cream. Их стоимость составляет от 4 до 5000 евро. При этом базовая версия совсем уж спартанская. В ней отсутствуют даже задние партроники и кондиционер, а в фарах установлены галогеновые лампочки. Ну и обещанный анекдот. Вот замечаю, когда удается кое-как припарковаться, идешь такой, радуешься, и вдруг в 100 метрах видишь еще более удачное место для парковки. С женибой такая же история. Ну вот и все. Как вам данный электромобиль? Купили бы? Пишите в комментариях. Не забудьте за нашу работу поставить царский лайк, ударить колокольчик и подписаться на канал, чтобы узнавать о китайских новинках первыми. Здоровья вам и вашим близким!